Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такие стильные мужские мокасины. Для вязания беру пряжу Alize Diva. Хорошая пряжа, очень удобная в вязании, не расслаивается. И вот такую еще нить добавляю, серебристую, люрексовую, для укрепления, чтобы было крепче. Мокасины будут под джинсики, поэтому хороший будет цвет. Крючок 2,5 мм. Сделала заготовку подошвы на обе ноги. Как делается такая заготовка, вы можете посмотреть в отдельном видео. Здесь у меня на канале, я ссылочку поставлю под этим видео. Все делала так же. Каждое отверстие стельки провязывала по 2 столбика, и на носке и пятке обвязывала по 3 столбика. В общем, все делала точно так же стандартно, как и на видео, которое ссылочку я поставлю под этим видео. Подошву прошила, и вот здесь хочу обратить ваше внимание, высота у меня провязана 11 рядов на подошве для высоты, потому что очень широкая нога и высокий подъем. А вы, если же подъем невысокий, нога не широкая, можете сделать меньше, например, там 7-8 рядов будет достаточно. Начинаем вязать спереди. Впереди находим центральную петлю, от нее отсчитываем 5 петель вправо, и в 6-ю петлю будем вводить крючок. Провязываем 10 петель впереди столбиками без накида. Раз. Возьму поближе, чтобы вам видно было. Два. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петля. Вот 10 петель мы провязали столбиками без накида. 11 петлю вяжем соединительным столбиком. Разворачиваем вязание. Нить перед крючком. Изнаночный ряд начинаем не с первой петли от этой, а со второй. Вяжем столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Первые 2 ряда у нас по 10 петель. Последнюю заключительную петлю делаем соединительный столбик. Но заводим крючок не здесь изнутри,
а заводим с лицевой стороны, чтобы у нас не было отверстий потом. И провязываем соединительный столбик. Разворачиваем вязание и начинаем лицевой ряд уже вязать узором. Первую петлю не трогаем, со второй вяжем столбик без накида в петлю предыдущего ряда. Следующий столбик без накида провязываем в петлю на ряд ниже. Теперь снова в петлю предыдущего ряда. И опять столбик из петли на ряд ниже. Чередуем таким образом. Из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Вот берем из петли предыдущего ряда столбик без накида. Теперь опускаемся на ряд ниже, столбик без накида. Повторяем до конца ряда. Провязываем последний столбик без накида. И теперь начинаем добавлять по одному столбику. Провязываем столбик без накида и следующий соединительный столбик. Ряд окончен, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Со второй петли начинаем столбиками без накида весь ряд до конца. Доходим до конца ряда, провязываем последний столбик без накида, затем добавляем здесь тоже еще один столбик. В следующую петлю столбик без накида и потом соединительный столбик, заводим крючок с лицевой стороны. Разворачиваемся на лицевую сторону и начинаем снова со второй петли, вяжем по рисунку. Первый столбик без накида из петли предыдущего ряда, следующий столбик из петли на ряд ниже, предыдущего ряда на ряд ниже, чередуем. В конце ряда провязываем сейчас последний столбик и снова добавляем один столбик без накида и еще соединительный столбик. Переходим потом на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжем просто столбиками без накида со второй петли до последней. В конце провязываем столбик дополнительный и соединительный столбик.
Вот у нас последняя петля, из нее мы уже провязали, и теперь вяжем дополнительный столбик из следующей петли и соединительный столбик. Но не забываем, что соединительный столбик провязываем, заводя крючок с лицевой стороны. Вот такой носик у нас получается, перед хороший, и вяжем также дальше аналогично. В конце каждого ряда провязываем дополнительный столбик и соединительный столбик. В начале каждого ряда, то есть в конце изнаночного ряда, то же самое делаем. И в конце лицевого, и в конце изнаночного. Таким образом провязываем 14 рядов узора или 28 рядов. Обязательно проверяем в процессе, чтобы вязание шло ровно, чтобы не косило на правую или левую сторону, иначе придется перевязывать. Такое бывает иногда, когда мы неправильно находим центральную петлю, и тогда на одну или две петли приходится переходить, перевязывать по новой. Все, перед мы уже не трогаем, теперь будем вязать зад ботиночка мокасина. Продолжаем вязание по боковой линии столбиками без накида. Здесь мы не будем вязать уже рисунком, здесь мы будем все время сейчас вязать столбиками без накида и только с лицевой стороны. Провязываем весь задник и будем останавливаться вот здесь, где заканчивается пятка. Устанавливаем здесь маркер, чтобы потом не забыть. Доходим до маркера. Провязываем последнюю петлю и разворачиваем вязание. Сейчас пойдем в обратном направлении. Наметим себе вот это место, до которого будем вязать. Первую петлю не трогаем, начинаем вязать со второй петли. Вяжем столбиками без накида до маркера. Довязываем вот до этого маркера. Провязываем последнюю петлю. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И со второй петли начинаем вязать столбиками без накида. Вяжем опять до окончания вот этого закругления. Здесь отсчитываем 3 петли и в третью петлю заканчиваем ряд. Вот у нас осталось 2 петли недовязанных. Разворачиваем вязание. Со второй петли столбиками без накида вяжем до следующего разворота. Вот получаются у нас такие убавки. И вяжем в обратном порядке. На этой стороне делаем то же самое. Оставляем непровязанные 2 петли, в третью заканчиваем ряд и разворачиваемся.
А теперь мы уже будем вязать не до окончания вот разворота, а до самого конца, до переда. Начинаем здесь опять со второй петли, вяжем столбиками без накида. По скосу двигаемся ряд в ряд. Вяжем в каждом ряду по одной петле и опускаемся вниз. Убавок больше делать не будем, поэтому двигаемся до переда. Здесь провязываем последнюю петлю. Угловую петлю пропускаем и в следующую петлю делаем соединительный столбик. В следующую петлю еще один соединительный столбик. Разворачиваемся, изнаночный ряд начинаем с соединительного столбика. Дальше вяжем столбиками без накида, провязываем так весь ряд и доходим на другой стороне до соединения боковой части с передом. Здесь в конце ряда провязываем 2 соединительных столбика и разворачиваем вязание. Вяжем в обратном порядке вот до этой точки. Дошли до угла, провязываем последнюю петлю, пропускаем угловую петлю и в следующую петлю столбик без накида. И теперь, не разворачиваясь, продолжаем вязать уже по переду. Вяжем все столбиками без накида. Довязываем снова до угла и в углу будем то же самое делать. С передней части петлю провязываем, потом пропускаем угловую и в следующую петлю столбик без накида. Вяжем так несколько рядов подряд. Вяжем по кругу по лицевой стороне. В каждом углу делаем вот такое. Пропускаем, провязываем последнюю петлю и угловую вот эту петлю мы ее пропускаем. Следующую петлю вяжем столбик без накида. Вот должен получиться такой рисунок. Считаем ряды, сколько я провязала. 4, 5, 6, 7. 7 рядов и 1 ряд обвязка.
Когда провязали 7 рядов, закрываем вот здесь ряд, провязываем последнюю петлю, и теперь можно уже делать обвязку. Нить здесь не обрезаем, а ею же и будем дальше делать обвязку в обратном направлении. Пропускаю петлю, завожу крючок через петлю, потом вытягиваю нить и пропускаю ее через эту же петлю и вяжу столбик без накида. Очень похож на рачий шаг, только я не 2 петли провязываю, а одну. И здесь получается более такой тонкая обвязка, потому что это мужской ботинок, и тут рюшечки не нужны. А можно делать обвязку каким-то другим еще шагом или каким-то рисунком, какой вам нравится. Можно просто с длинными столбиками в петли предыдущего ряда обвязать, и будет жесткий такой край. Вот это мы заканчиваем на правой туфле такое. Теперь вот левую покажу. Левую мы заканчиваем вот в этом углу ботинка. И вяжем уже обвязку не по переду, а по боковой части. Вот закончили вязание, провязываем соединительный столбик и пошли назад уже делать обвязку. Обвязка делает край более жестким, ну и, конечно, симпатичным внешне. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на наш канал, мы рады всем новым подписчикам. И задавайте свои вопросы в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. До новых встреч!